Всем привет! Меня зовут Саян, я сейчас нахожусь во Франции, точнее в городе Тулуза, и гуляю вдоль канала. Хочу поделиться с вами своими ощущениями о том, что вижу. Приятного просмотра! Лодки, плавучие рестораны. Этот порт был построен в 1830-х как расширение переполненного порта Сен-Этьен. Здесь стояли баржи, груженные вином, зерном, камнем. Люди жили прямо на лодках поколениями. Здесь рождались их дети, здесь влюблялись и прощались. У них также прикольно встречаются дома, где кирпич и, можно сказать, речной камень вместе. Странное решение. Ну, я думаю, местная погода позволяет. Опять же, много кораблей каких-то больших довольно. Такие. Интересно, вот так вот заборчик стоит у них на причале. Типа огородились, что ли? Так можно попасть туда. Там тоже такой же. Ура! Цыганочка поперла. Нормально так тусовочка у них. Интересно, прямо на воде живут люди. Комары, наверное, счастливы. Во Франции я уже живу около 3 лет. Жена у меня француженка. Есть сын, 1 годик. Канал построили еще в 17 веке, когда о поездах никто и не мечтал. Он соединил Тулузу с морем. И все это без единого насоса. Инженер Пьер Поль Рике придумал, как пустить воду самотеком через холмы, поля, и стал легендой. Канал Дю-Миди имеет длину 240 километров, то есть от Тулузы до Средиземного моря аж. В общем, у этого канала очень большая история. В эту историю и я также попал. Было это дело год назад. Я шел вдоль канала до вокзала встретить своего знакомого. Нужно было кое-что передать. Меня обгоняет женщина на прокатном велосипеде. Из-за угла вылетает мужик на велосипеде. Они сталкиваются, женщина улетает в канал вместе с этим электровелосипедом. А этот мужик, он, как ни в чем не бывало, в общем, скрылся с места происшествия. И я, конечно, подбежал и давай руку ей подавать, вытаскивать ее из воды. Она вся мокрая, получается, я ее вытянул. Телефон, кошелек, все мокрое. Она злая, что-то кричит.
на французском. Я вообще ничего не понимаю. Одновременно меня благодарит. Я ничего не понимаю, о чем она. Ну, мерси, конечно, я это понял. Ну, вот такая история у меня связана с каналом в Тулузе. А потом я ушел просто на вокзал, закончил свои дела, возвращаюсь обратно. Ее нету, там только компании, которые предоставляют велосипеды для проката. Они стояли, выуживали этот велосипед из канала. Вон, кстати, вон тот такой, который по ней едет. Ну, вот такие дела. Мост, канал, проходящий с одной горы на другую через автобан. Я тут читаю, канал Дюмиди, проходящий через Тулузу, имеет длину около 240 километров. Основные данные: начало — город Тулузы, соединяющийся с Гароной. Конец — город Сет на побережье Средиземного моря. Общая длина примерно 240 километров. Количество шлюзов около 63. Год завершения строительства 1681 год. Ну, в общем, он идет от Атлантики через Францию до... идет от Атлантики до Бордо, с Бордо до Тулузы, с Тулузы уже до Средиземного моря. Вау, вот это, конечно, вообще впечатляет, впечатляет. А вот эти вот люди, кто на этих баржах, они вот живут здесь из поколения в поколение. Вот у них даже мусорные бачки есть, лодочки есть, вон, велосипедики, он там гольфик может играть человек. Ну, вот живут люди прямо на воде, как я и говорил до этого. У них прямо пристань вот так вот. Вот, имеют почтовый даже ящик. Пришли как домой. Калиточку открыл, вниз спустился, покушал, пошел, лег. Вон даже электричество подводится. Да, здесь все электролизовано, живут. А маленькие лодочки плывут. Здесь, видимо, собирают корабли. Такой мост откатной, видимо, когда корабли проходят, баржи. Он, видимо, вот так отодвигается, проходит корабль, и она обратно выдвигается. Типа как рельс. Ну, если честно, представить сложно, как люди живут вот так прямо на воде, с поколения в поколение. Вот они, все эти баржи, корабли, так скажем. И даже у этих кораблей есть свои маленькие причалы. Оп, так, пришвартовались. Сидят, наверное, кушают. Баттерфляй. Этого не было здесь. Видимо, приплыл.
Вон даже с машиной. Раз. Выложили. И съехали. Если честно, представить сложно, как люди живут вот так. О, дружочек. Ты чё? Лапку подбил? Или что у тебя? Что-то с лапкой, походу. С крылом, то есть. Bonjour. Решил порыбачить, сеточку позакидывать. И пару слов сказать о стране в целом, то она, конечно же, мне нравится. Здесь очень хорошо работает социалка во Франции. Потом спокойная жизнь здесь. У них даже закон 35 часов, не больше 35 часов в неделю работают люди. И поэтому люди на таком на чиле, на вайбе, на расслабоне постоянно. А эти здесь до сих пор чилят. Я обратно уже иду. Оп. Ну, на этой ноте, я думаю, прогулочку завершим. Пока вот эту вот, в данный момент прогулочку. Дальше больше. Если откликнулось, то оставайся со мной.